Приветствуем вас на канале Раисы Кириченко, дача, сад, огород, цветы. Мира и добра вам и прекрасных садов. И сегодня у нас продолжение темы, когда же высадить саженцы садовых, плодовых, ягодных растений в саду. И почему мы рекомендуем все-таки в прошлом видео высаживать осенью. Вот смотрите, вот этот ряд был посажен осенью. Это ряд персиков, здесь абрикос. Вот там вот тоже первый персик тоже был посажен осенью. И сейчас вам покажу, здесь у нас тоже, вот мы начинали видео, здесь тоже два персика. Это персики краснолистные бургундии. Ну и еще вот там ряд досаживали тоже весной. И, к сожалению, видите, у нас пустой ряд, там еще один есть персик, и все. Вот эти растения очень слабенькие. Я попытаюсь сейчас к ним подойти, показать, какие они. Причем одинаковый полив, обработка. Все проводится одинаково. Вот этот более-менее, более крепкий. И вот этот совсем слабенький. Это весенняя посадка. Ну и вот, чтобы все-таки было понятно и более запоминалось, как всегда, я делаю вот такие подсказочки. Почему мы выбираем посадку именно в осенний период? Да, у нас есть кое-что мы досаживаем, и вишню досаживали весной, но развитие этих растений очень слабое. Что нужно знать для того, чтобы правильно посадить растение? Нужно, во-первых, знать, что только пересадку мы делаем во время биологического покоя. То есть, когда уже листики опадают, одревеснели побеги и верхушечные почечки полностью сформированы. У нас еще этот персик в стадии подготовки, потому что здесь еще много персиков, это самый поздний сорт, поэтому они еще, видите, не готовы. Это не такой неудачный пример, но вот растения, когда опадают листья, вы уже видите, что и почки уже видны, и побеги такие одревесневшие могут перезимовать зиму. И вот этот период начинается биологического покоя где-то вот надо выбирать за 30, за 45 дней, то есть месяц-полтора до замерзания грунта. Это у нас бывает конец сентября. Кстати, на севере тоже этот период можно использовать. Конец сентября, весь октябрь. Это и для средней полосы. Но у нас можно еще до 15 ноября высаживать саженцы. Что мы и делаем. Это у нас было первое такое важное преимущество. Следующее важное преимущество – это быстрое укоренение и активное развитие корневой системы. Что значит быстрое укоренение и активное развитие корневой системы? Когда мы высаживаем весной, растение все питательные вещества отправляет на зеленую крону, то есть на формирование листиков, на формирование даже некоторые оставляют цветочки, плоды. Как же увидеть, что там такое, как это вкусно, невкусно, какая ягодка там будет. И получается, что корневая система практически не развивается. И нужно часто поливать. Но и эти поливы не спасают это положение. Поэтому корневая система является основой силы и здоровья растения. И нужно это учитывать, когда вы покупаете весной. Если весной, только ранней весной можно использовать для того, чтобы купить и посадить. Только очень ранее. Но у нас продавцы ранней весной не продают обычно. Так что лучше, если уже вы купили поздно, получили саженец, снова же или прикапываете, или же высаживаете в контейнер, и затем уже в хорошее время перевалку делаете в саду. Далее, очень важные преимущества следующей посадки осенью. Получается, что наши саженцы, которые мы посадили осенью, они опережают на 2-3 недели
в росте те, которые посажены весной. Ну вот вы видели, я вам показала, они не только на 2-3 недели вообще опережают наши растения, а те, которые весенние, они очень слабые, корневая система слабая. Но я пока оставила их, будем наблюдать за ними, потом придется эту пересадку делать. Уже когда у меня получатся другие саженцы, я лучше из косточки, у меня есть саженцы, перенесу или прививку сделаем. Но это будет далее испытания, эксперименты. Но я просто хотела вам показать, хотели выкопать, но я говорю Александру Федоровичу, не выкапываем. Мы должны показать людям вот весенняя посадка и что значит осенняя посадка. Итак, мы разобрали, что эти растения сформировали хорошую корневую систему, когда посадили их именно осенью. И затем они нормально развиваются и растут. И опережают, естественно, в росте, и плодоношение раньше начинается. Далее очень важный момент – это природная естественная закалка. То есть постепенно идет похолодание, растение готовится к этому похолоданию, к зиме, проходит зиму, оно уже закалку проходит. И затем нормально входит в весенний, летний период. И следующий год оно уже крепкое, закаленное растение и нормально себя чувствует и растет. А вот если весной посадить рано, у нас был такой один случай, хотя юхи очень редко бывает. Так вот, был возвратный заморозок, и наши зелененькие цветущие некоторые саженцы погибли. Это было где-то лет 15 назад. Но вот был такой случай, наш саженец просто не прижился. Кстати, саженец вишенки был. И не получилось у нас ничего. Казалось бы, что это очень крепкое растение. Следующее преимущество – это полив при посадке. То есть мы хорошенько подготовили яму, залили капитально и посадили. И больше не поливаем. Ну, в крайнем случае, если сильно будет жарко, ну, чего уже осенью обычно и зимой не бывает, то можно еще полить. Но обычно хороший полив, корневая система развивается и входит так в зиму. Естественно, осенью и зимой, еще весной будут осадки. И не надо бегать, поливать это растение, как мы это делаем при весенней посадке все лето. Не успел, не полил, или полил в неправильное время, неблагоприятное, тоже имеем проблему. Следующий важный момент, преимущество. Вот у нас сейчас идет подготовка, мы соберем урожай и будем готовить посадочные ямы. То есть уже накал такой спадает, урожай собран, убираются грядки, и можно спокойно подготовить посадочные ямы и посадить, спланировать посадку в благоприятные периоды. Мы это делаем в Козероге и в Тельце при растущей луне или же сразу же после сожженного пути полнолуния. Это очень важно, потому что если в другие знаки посадить, то тоже будут проблемы, они могут не выжить, а если выживут, то потом погибают. Поэтому вот эти преимущества очень важны, и мы их используем. Ну вот кто-то мне написал, что очень много осадков сейчас, воды много, земля такая влажная, что же делать? Если уже купленные саженцы, так вот, если они у вас открытой корневой системой, не высаживайте в любом регионе, потому что если много воды и будут осадки дальше продолжаться, то при этой посадке зимой у нас получается будет, может быть, и замерзание, и если сильно много воды в неблагоприятные дни, растения начинают погибать из-за того, что гибнут корни, корневая система погибает, и растения потихонечку сами погибают. Ну и если у вас очень тяжелый влажный грунт, и такое есть тоже, лучше высаживать весной. Но все посадки делаем только ранней весной. Ну и хочу завершить это видео все-таки вот таким прекрасным видом. Это у нас вот этот персик, называется краснолистный бургундии. Вот смотрите, поздние, вот они сейчас только начинают подтягиваться. Конечно, я очень много оставила урожая, это неправильно. Но все лето это было красное деревцо. И
Вот они посажены осенью, третий год, настолько вот эти маленькие персиковые деревья, саженцы хорошо укоренились, и вот они сейчас дают хороший урожай, потому что они были посажены именно осенью. Мы ответили на ваши вопросы, почему мы выбираем и советуем выбрать посадку саженцев садовых растений именно осенью. И практически почти все деревья, вот то, что в саду высаживаем, это лучше сделать все-таки осенью. И вспомните прогноз на этот год, который у нас есть до конца осени и до конца года. Этот прогноз свидетельствует о том, что будут прохладные периоды, но они будут перемешиваться с теплыми периодами. И это будет хорошее время для того, чтобы саженцы садовых растений укоренились. И затем легко и просто вышли из зимовки и радовали вас своим здоровым видом, а затем урожаем. Ну вот мы на этой ноте позитивной, а мы, это Раиса Греченко и Александр Волик, завершаем сегодняшнее видео. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Будьте все здоровы, здравия вам и вашим родным, благодатной погоды. И пусть у ваших домов, у ваших дач растут красивые, такие красивые и весной, и летом, и осенью ваши любимцы, деревья и кустарники. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.